Так, добежали мы до дворца Дожи. Опоздали мы, кстати, пока мы на этих вапоретто в эту непогоду добрались. Не в ту сторону поехали. Опоздали минут на 40 от билета. Ну, от времени на билете. Пропустили без проблем, даже вопросы не задали. Но, может быть, сейчас не сезон. Дворец Доджи – одно из самых известных зданий города и символ венецианской власти. Строительство началось в XIV веке, а до этого стояла здесь деревянная крепость. Интересно, что здесь написано. Ссылочку на сайт, где мы покупали билет онлайн, я размещу в описании под видео, как обычно. Стоимость билета 30 евро на человека. Там входили еще какие-то музеи, которые мы не успели посетить. Так, что-то закрыто здесь. But nobody could reveal to me who started, okay? Otherwise I could give it, no? So that is the reason why for the Какая красота. Это же все лепнина получается. Дракончик стоит. Вот дракончик. Видишь, стоит на дракончике там. И тот также на дракончике стоит. Ага. Интересная загадочка, да, смотри? Какие двери. Tá bom para você? Потолок с подсветкой, не пойму, что светится. Мне подсветку провели. Тоже двери.
Камин. На потолке сетка. Под сеткой красивый потолок. Видимо, боятся или осыпется, или еще что-то, не знаю почему. Реставрационных работ вроде нету. Не пойму, картины какие-то все очень темные. Прям все очень темные. Так, и не подписано. Oh, yeah. They're so afraid, you know, that some people Oh, okay. Здесь лавки. Кто-то здесь когда-то заседал. Сидеть, кстати, нельзя. Infatti adesso da novembre ti discutono alle 30 ore. Avevo anche pensato quasi quasi di provare alle 30 ore, quindi solo con una io avrei chiesto sicuro dove alle 5 arrivati tempo poi Какая дверь интересная по принципу голландского типа. Вверх открывается, разделена. Ну, здесь такое все шикарное, что я даже не знаю, что снимать. Почему-то не подписано, да? Не знаю. Роспись по стенам, это же не картина. Ну там и картины в рамах висели. Потому что рамки после росписи по стенам. Часы. Special one, no? They're cut it in two parts. See? The top and the, yeah, the door. See? Can you see? Yeah. Okay. No, the door is It's open in two it's like parts. a Dutch door, only it's on a piece of rail. And then the road. The physical door. Подушки, по-моему, даже не знаю, с каких пор сохранились, но сохранились. На вид старые достаточно. Okay, do you remember what happened there? They were waiting, no? And our ambassadors were coming up tired before, we had to change and sitting down here and having a look at the paintings and then taking it down. And meantime, you know, we were bored, you know? There were photos on our present. So now, Это такой камин. Ух ты. Ну, по идее, может быть, он еще действующий. В смысле, рабочий. Если сюда разжечь костер, то, я думаю, работать будет, если там не закрыли вверх.
А это такое поддувало, видимо, для розжига камина. Резной, красивый. Это уже другой зал. Тут явно какой-то зал заседаний. Да, везде росписи, лепнина, багеты. Просто шикарные. А вот это, наверное, какой-то главный большой зал, наверное. Тут явно сидела вот дождь посередине. А интернет нет, чтобы перевести. You go on your own. It's a tour or something, just going to the different islands. But this has been arranged by the Fatto Italy by our travel agent. Yes. Yes, sir. Dico di Carmen. I'm going to be Carmen because I can help you somehow. Yeah, otherwise you have any paper that I can help you. No, this is weird. But this is not on this one. Все залы с каминами. Ну, конечно, как отапливать такие помещения. Сегодня 4 октября. Дожди, штормы, ураганы в каменных залах. Уже, получается, в октябре было бы очень холодно. Хотя, конечно, зима здесь не такая, как у нас. Ну, это может быть зал правосудия какого-то, не знаю. А это зал оружия, скорее всего. Какие доспехи.
Так это мечи 17 века. 16-го тоже? А, и 15-го тоже. Как они ими дрались? Их, по-моему, поднять тяжело. Я думаю, они легкие, потому что очень тоненькие. Ну, какие длинные. Русские мечи. Наверное, не поднимешь. Это арбалеты и колчаны со стрелами. Will du was lesen zur Waffensammlung? А мне понравились подсвечники. Они просто гигантских размеров. Y los escudos. И такие решетки кованые. А вон тоже. Вот эти подсвечники. Цвет как будто бронза. И там тоже топорик. Видишь, это тоже. Это бронза. Очищенная. Это не железо. Что-то такое, да. Но не... Думаешь, бронза? Даже на деревянных рукоятях то ли клепки. Что это? Непонятно. Как ты думаешь, для чего вот эти клепки сделаны? Или клепки? Ну, это Чтобы в руках не скользило? держится, обязательно. На этого. Просто металл. Железо, я имею в виду, оно другое будет по цвету. Это бронза. Бронза это внизу, а вот это тоже сейчас показываю. Я думаю, тоже. По цвету оно просто металл. Вот металл. А вот смотри, видишь, как блестит. Где? Ну вот, ниже ручки. Цвет, видишь, какой? Не знаю. Я думаю. Сколько приходилось делать таких стрел? Для войн, для сражений. Тысячи. Представляешь, какая тонкая работа. Все было поставлено на поток. Понятно, оно делалось все ручную. Это бейсболка тех времен. Облегченный вариант, да. Товарищи, видишь, ломанули мечом себе по На всему. кого-то пырнули в бок. В ту сторону Дырка. разогнутой. А это тоже, смотри, на плече вот подлатанное. Ну, это, видишь, это с той стороны. Я не знаю, что это такое. А здесь видно прям, что туда забрали. Смотри, это для лошади.
Это для лошади. Наголовник. Шлем лошадиный. Это что-то какая-то странная штука. Каска какая-то, да? Рыбакоп. Рыбакоп. Какие щиты расписные, красивые. Да, здесь мечи просто огромные. Пушка. Тоже такая пушка, но это небольшая пушка. Мортира. Мортира. Это большая. А вот это прототип пулемета. Вот такая штука. Рукояти на мечах здесь кожаные. А вот там наверху отделано дерево и с вкраплением то ли золота. Товарищи, что-то место, самое главное, не защищено. Тут уже шпаги появляются. А вот эти ручки немножко другие. Или это просто роспись с золотом. Да, арбалеты. А тут вот что-то, не знаю, как это называется. Не секиры. Уже пистолеты, мушкеты появляются. Фламандского времени. А? Мушкеты, да. Мушкеты. 17 век. 17 век мушкеты. А этот как будто костью отделан. Металлические арбалеты уже.
А это, похоже, чье-то родовое древо. Да, причем написанное маслом. Семейное древо. Начало. А, вот. Фаскарини. Филиппо Фаскарини. 1339. Вот это да. И выросло вот такое дерево. Наверху, кстати, пусто. Не знаю. То ли закончился, то ли его уже не закончили, то ли уже потеряли. Типично венецианские стекла. Такие витражи. Такой красивый вид с окна. Но стекла грязные и на улице пасмурно. Это громаднейший просто. Угу. Вот такие мечи. Я не знаю, ими разве По 2 метра. реально Да. махать? Что-то же не знаю. Это Вот написано. это грудь с шеей. 1430 Милан. Элемент экипировки, видимо. На механизмах, на каких-то. Смотри, что-то тут. Что-то куда-то засовывалось, что-то куда-то закрывалось. Ой, из-за стекла отсвечивает. Плохо видно. Смотри, вот так, на груди штука. Застежка. Застежка. Замочек. Очередной зал. Какой-то из дожей, что ли? Это какие-то фрески. Целая стена. Как будто их кусками откуда-то сохранили. Что-то непонятно. Да, мы восстанавливали. Да. И здесь вот так вот. Или святые. Но она явно не здесь была. Немецкий, итальянский язык. Вот здесь, может, вот здесь она на английском. Французский. А вот английский. Зал Большого Совета, где принимались важнейшие решения. Здесь можно увидеть одну из крупнейших картин в мире «Рай» Тинторетто.
Так, здесь заседали дожи. Я вот не пойму, у них картины со временем потемнели или тогда так в темных тонах и рисовали? Ну, здесь явно был балкон. Вернее, есть, только закрыт. Да, и, возможно, оттуда оглашались какие-то решения. На Great Channel вид вообще отличный просто. Нет, это не Грэнд канал. А что Это побережье. побережье, там Да. просто что ли? А напротив там, где Лида остров. Так, кстати, здесь единственное место, где разрешают посидеть вот на этих лавочках. Сейчас мы тоже на них посидим. А, здесь есть, кто устал, раскладные стульчики. Да, они раскладываются как походный вариант. Темно прям. Темно, все пасмурно. Так, мы сидим на стульчиках. Ну, как тебе? Да, представляешь, Ой, хоть посидеть устали. великим консулом. Консулом или дожем. Доджи там в той стороне сидит. Вон. Там даже отдельное место выделено, оно выше. А пока он шел до главного доджа, он тоже, наверное, здесь сидел. Все дожи же не сразу дожами становились. Они же, наверное, тоже постепенно как-то свою карьеру строили. Пока один не умрет или не убьют, второй не поднимется. Ну да. Ну, конечно, как-то вообще шикарно-пришикарно. Ты знаешь, что со времен египетских ничего не изменилось? Рисуют на стенах и на потолке историю. Да. События. Очередной зал. У них, видимо, весь дворец таким образом украшен. Что-то все войны, смерти, все умирают, корабли тонут. Это же описывается история. Какие-то события, что ли? Войны. Так, это, наверное, кабинки для исповедей. Да? Кабинки для исповедей. Нет? А? Это же не церковь. Прототипы современных фонарей. Ну и чего? Ну, может быть, кто-то приходил здесь, исповедовал? Нет? Какие-то троны. Смотри, под стеклом. Это или обои? Наверное, скорее всего, текстильные. Здесь под стеклом их закрыли.
Символ Венеции. Лев с крыльями. А мы стоим на мосту вздохов как раз. Ну, здесь так все закрыто, что не снимешь. Кстати, в этой тюрьме сидел Казанова. И с этой тюрьмы он убежал. Хотя, кто убегал с этой тюрьмы, очень мало случаев. Я слышала еще об одном и больше не слышала. Ты его в тюрьму, пожалуйста, смотри. First thing, of course, here was security. But from this prison, no one ever escaped. Not like the closely Casanova. You see, the bars are one into the other. So technically, Как раз про Казанову говорят. the same is outside, but Камеры самые, как я читала, самые жестокие камеры были всегда на крыше. Летом там можно было просто умереть от жары. То есть самых злостных преступников сажали на крышу, под крышей тюрьма. Тоже камеры. Двери. guardate bene, non dicono niente alle persone. Металлическая. Заклепанная. Ну такая, если получится через решетку пролезть. Почему-то камера обшита деревом. Это для буйных. Для буйных. Какие засовы. Это получается камера на двоих. Делюкс на двоих. Делюкс на двоих. Без засовов. Да. Ты будешь долго. Они их не пилили. Они подкоп делали, стены разрушали, на крышу. По-моему, Казанова и убежал именно с крыши, когда его перевели на крышу. Там они и проковыряли. А крыша была покрыта свинцовыми пластинами. Двери камер вообще невысокие, низкие. Это, может, тюремный дворик был. Ну, хотя их тогда вряд ли выгуливали. А дождь этот все идет и идет. Полы.
Вот отсюда видно мост вздохов, но его за счет решетки не видно. И проходили мы через этот мост, тоже фотографировать не получилось. Ой, снять не получилось. Экскурсия наша по дворцу Дожи и тюрьме закончилась. Сейчас пойдем гулять дальше. Опа. Мы уже вышли на площади. Хочу обратить внимание, вот эти две колонны терракотового цвета. Отсюда наказуемым выносили приговор. Еще им давали шанс. Здесь где-то одна колонна немножко выдвинута. Я, если честно, визуально не вижу, где это. Им давали шанс, если они через эту колонну пройдут и не упадут, то, видимо, смертный приговор заменяли на помилование. А вот эти две колонны, между ними казнили. И у местных это считается нехорошей приметой. Между этими колоннами они никогда не проходят. А это уже собор Святого Марка. Здесь такая огромная очередь, и мы явно не попадем. Площадь потихоньку затапливается от дождей. Уже из дренажных отверстий наполняется вода. Кстати, вся Италия идет в реставрационных работах. В 2025 году объявлен юбилейный год. Италия ожидает паломников до 30 миллионов. Будут раздавать грамоты об отпущении грехов. Какое-то у них там название есть, специально забыла. Просто шикарная архитектура. Я так понимаю, у Венеции ни сезона нету. Ну так же нечестно. Специально приехали не летом, чтобы поменьше народу было. Ну, посмотрите, что творится. Ну вот как. Это все собор Святого Марка, очередь. Она, в принципе, может, даже и быстро идет, но все равно стоять неохота время тратить. Колокольня Святого Марка. С этой колокольни Галилео Галилей презентовал свой телескоп. Мы находимся в лифте и поднимаемся сейчас на колокольню Святого Марка. Это потолок лифта, потому что здесь все как сардины. Только банки. Вид, конечно, открывается шикарный с башни Святого Марка. Вон там Гранд-канал начинается. У них стандарт, видимо, крыши должны быть, наверное, все красные. Стоимость, кстати, билета 10 евро на человека. Слава богу, что есть лифт, потому что очень высоко подниматься. А вот это, кстати, дворец Дожи. Дворец Дожи. Это, получается, купола Святого Марка собора.
Приехали мы вон оттуда. Огибали, получается, полностью. Да. Часть. Мы приехали вообще, по-моему, вот оттуда аж. Район Канареджа. Мы так долго огибали, так ехали. Как раз Опоздали. Опоздали же мы в Доджи, да? Нет, левее еще. Мы туда ехали, это ехали на 4-2 на Мурана. Сейчас следующая кнопка. Дождит, ветер, чтобы взрывать. Там вот товарищи, которые бьют колокол. Здесь муранское стекло. Знаменитое, самое старое кафе «Флориан». There's this myth. Also du musst stillhalten, 2 Sekunden, ne?